Всем привет! Вы на канале Нитка KZ, меня зовут Жанара. И это видео мастер-класс по вязанию крючком сумочки кроссбоди из трикотажной пряжи. По размеру сумочка получилась высотой 20 сантиметров, шириной 24 сантиметра, длина ремешка 120 сантиметров. В описании под видео оставлю ссылки на магазин Валберес, где можно приобрести фурнитуру для сумочки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. Также хотела показать вам, какие еще сумки других цветов я связала из похожих пряжи и по этому же мастер-классу. Материалы для вязания крючком сумки. Трикотажная пряжа. У меня это первичная пряжа в мотке 100-120 метров, 350 грамм. Один моток. Пряжа травка, это Ярнард Самбо. Здесь идет 150 метров на 100 грамм. И пряжа попкорн, вот такая пряжа с включениями шишечек разных цветов. Она продается тоже на маркетплейсах или в обычных бутиках. Нам понадобится примерно 150 метров. Также крючок 7 миллиметров и фурнитура. Портфельный замок диаметром 45 миллиметров. Крепление на болтиках. Два карабина с широкими отверстиями для длинного ремешка. Либо, если вы не хотите делать ремешок, можно взять готовую цепочку 120 сантиметров. Два кольца, внутренний диаметр 32 миллиметра. Мы начинаем вязание крючком сумки. Вначале трикотажную пряжу распускаем и растягиваем. И так делаем в процессе всей работы. Теперь берем все три нитки вместе одновременно и будем вязать из них сумочку. Вставляем короткий кончик примерно 10 сантиметров и набираем цепочку 10 воздушных петель. Вяжем крючком первый ряд. Пропускаем первую петлю, вводим крючок за полупетли и вяжем крючком 8 столбиков без накида. В конце остается одна петля, в нее вяжем крючком прибавки 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону, кончик нити придерживаем, прячем внутри петель, вяжем крючком 8 столбиков без накида.
В конце остается одна петля, в нее вяжем крючком прибавку 3 столбика без накида в одно основание. Закончили первый ряд. Делаем соединение ряда, вводим крючок в первую петлю, вяжем крючком один соединительный столбик и одну воздушную петлю для подъема второго ряда. Итого по окружности 22 петли. Далее вяжем второй ряд. Вводим крючок в место соединения и начиная с этой первой петли провязываем крючком 8 столбиков без накида. При этом крючок уводим ровно под обе полупетельки. Далее делаем прибавки. 2 столбика без накида в одно основание и так повторяем 3 раза. Переходим на другую сторону, вяжем крючком 8 столбиков без накида. И снова делаем прибавки. 2 столбика без накида в одно основание и так 3 раза. Закрываем второй ряд, вводим крючок под первую горизонтальную петлю, делаем соединительный столбик, воздушную петлю. Итого по окружности должно быть 28 петель. Вяжем крючком третий ряд. От начала ряда 8 столбиков без накида. Далее делаем прибавки. Всего 3 прибавки: двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная. Между всеми двойными по одному столбику без накида. Переходим на другую сторону. 9 столбиков без накида. И снова делаем прибавки. 3 прибавки через 1. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная,
Это будет у нас внешняя сторона сумки, это внутренняя сторона. По окружности должно быть 34 петли. Далее мы будем вязать без прибавок. Давайте свяжем крючком один ряд без прибавок. Это четвертый ряд. Мы закончили четвертый ряд, и у нас появляются стенки сумки. Далее продолжаем, вяжем еще 8 рядов по 34 петли в каждом ряду. Итак, мы закончили, связали еще 8 рядов по 34 петли. Если считать от начала вязания, то всего у нас в сумке должно быть в высоту 12 рядов. Из них первые 3 ряда с прибавками и далее 9 рядов без прибавок по 34 петли в каждом ряду. Закрываем последний ряд. У меня так совпало, что последний ряд это как раз начало вязания клапана. У вас может быть немножко иначе, тогда вам надо будет переместить начало ряда. Итак, от начала ряда отмеряю всего 11 петель, и это у нас будет клапан сумки. И точно так же, как в предыдущих рядах, начинаю вязать крючком сразу же с первой петли, в которую соединяли. Так вяжем крючком 11 столбиков без накида. Обратите внимание, клапан должен располагаться ровно посередине сумки. Слева и справа одинаковое количество петель остается до сгиба, у меня примерно по 3-4 петли. В конце каждого ряда делаем воздушную петлю и далее вяжем крючком второй ряд, точно так же 11 столбиков без накида. Мы закончили второй ряд и далее продолжаем. Вяжем крючком еще 6 рядов, то есть всего 8 рядов клапана. Мы закончили, связали крючком клапан сумки. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8 рядов по 11 петель в каждом ряду. Теперь кончик нити отрезаем, вытягиваем нитку из последней петли и прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Далее устанавливаем фурнитуру на сумку. У меня это портфельный замок. Далее мы вяжем крючком ремешок для сумки. Оставляем длинный кончик нити примерно 20 сантиметров. Набираем 3 воздушные петли. Вяжем первый ряд, пропускаем одну петлю и делаем 2 столбика без накида.
В конце каждого ряда воздушная петля для подъема следующего ряда. Во втором ряду точно так же вяжем крючком 2 столбика без накида. И далее продолжаем. Третий ряд тоже 2 столбика без накида. Итак, продолжаем вязать высоту всего 70 рядов. Я закончила 70 рядов, и у меня получился вот такой длинный ремешок для сумки. Оставляю кончик нити примерно 20 сантиметров и отрезаю нитку. Делаю в конце одну воздушную петельку и вытягиваю нить из петли. Далее я пришиваю карабины к ремешку. Готовый ремешок длиной получается примерно 110-120 сантиметров. Далее берем колечки и продеваем их через верх сумки. Теперь на кольца прицепляем ремешок с карабинами. И вот моя сумочка кроссбоди полностью готова. Также можно сшить подкладку в нее. У меня на канале есть видео о том, как шить подкладку для сумки кроссбоди. Еще раз напоминаю размеры: длина 24 сантиметра, высота 20 сантиметров и длина ремешка 120 сантиметров. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые интересные видео по вязанию крючком. До новых встреч!